Итак, приветствую вас, мальчики и девочки. Предлагаю сегодня рассмотреть такую тему, как пищеводный рефлюкс. Рефлюкс в переводе с латинского «течь назад», обратный ток содержимого по сравнению с нормальным его движением. Тема рефлюкса специфическая. Молодые о такой проблеме, как правило, понятия не имеют. Вот выдержка с медицинского сайта. Причины гастроэзофагиальной рефлюксной болезни неизвестны, кто не знает, откуда берется. Суть патологии вот в чем. В части пищевода, где он соединяется с желудком, расположен нижний пищеводный сфинктер. Во время глотания сфинктер расслабляется и пропускает пищу в желудок. После этого он сокращается, предотвращая обратный заброс пищи и желудочного сока в пищевод. При пищеводном рефлюксе функция сфинктера нарушается, то есть полностью пищевод не закрывает. Содержимое желудка, в состав которого входит соляная кислота и активные ферменты, попадает в пищевод и раздражает его слизистую оболочку. Мы ощущаем это как изжог. На этом рисунке мы видим желудок с пищеводом. Между ними находится клапан своеобразный, сфинктер. В желудок еду и питье впускает, а назад не выпускает. Вот это его предназначение. Если бы его не было, то как только наша голова опускалась бы ниже уровня желудка, его содержимое тут же устремлялось бы через пищевод наружу. Кошмар такой представить страшно. Откуда берется такая патология, у медиков однозначного ответа нет. Собственно говоря, с возрастом все мышцы в теле слабеют. Для запойных алкоголиков это вполне может быть результатом послезапойной рвоты. Вот как я для себя это вывел. Когда наизнанку выворачивают. Иногда при рвоте послезапойной как будто что-то внутри разрывается, и кровотечение может быть, кровью вырвать. Вот это вот надрыв пищевода. В результате рвотных спазмов на пищеводе возникают неоднократные надрывы и микронадрывы, образующие рубцы. Но раз врачи точно не могут сказать, я осмелюсь свое предположение сделать. Это как одна из реальных причин. Я сейчас не буду говорить о диетах, режиме, способах лечения. Для этого есть врачи с диетологами. Поделюсь только тем, что сам в свое время выяснил и что предпринимал. Жить с этой болячкой можно, можете мне поверить, если усвоить некоторые моменты. Собственно говоря, нужно соблюдать определенные условия. Впоследствии, возможно, вы про этот рефлекс и забудете, как я. По вопросу этой патологии ничего в сети конкретного я не нашел. Друг у друга перепечатают, как обычно, что попало. Пить нельзя, курить нельзя, всякую ерунду, ничего практически не найдешь. Я не нашел, не знаю. Я вам говорю о том, что сам понял и на себе проверил. О том, что можно применить на практике и что даст результат. У обладателей рефлюкса часто бывает изжога, который усиливается, когда лежишь. Ходишь нормально, а вот лег и начинает печь. Возникает серьезная проблема со сном. Спать удается только на высокой подушке или сидя. Стоит только занять горизонтальное положение, при котором голова находится на одном уровне с желудком, и начать засыпать, как просыпаешься от кашля и появления во рту привкуса рвоты. Это жидкое содержимое желудка через ослабленный сфинктер по пищеводу начало протекать глотки, иногда даже выливаясь в ротовую полость. Как только мы задремали, все мышцы у нас немного расслабляются, в том числе и пищеводный сфинктер. Он и так неплотно закрыт. А во время сна он не полностью, но расслабляется существенно. Вот отсюда такой результат. На разных ресурсах советуют ничего не есть минимум 3 часа перед сном. Совет неплохой, но это для тех, кто строго соблюдает режим дня. Вы можете решать проблему, выполняя предписания врача, пробовать различные способы лечения рефлюкса. Я же предлагаю то, что реально сможет упростить вам жизнь. Потому что сам в свое время намучился с этой напастью. А так как вразумительных ответов ни от кого так и не получил, мне пришлось, как всегда, искать выход самому. Все слышали, что в сутки человек должен выпивать не меньше литра воды. Когда-то я смеялся над теми, кто говорил, что нужно пить воду в течение дня, мол, организм сам знает, когда пить воду. Я был уверен в этом. Теперь я смеюсь над теми, кто над этим смеется. Действительно, если пить каждый день по 1,5-2 литра воды, будет польза. Но вопрос в том, когда пить эту воду. Если пить ее сразу после еды, вы вместо оздоровления получите дополнительные проблемы. Вернемся к желудку. У него, кроме верхнего пищеводного сфинктера, есть еще нижний, который в пустом желудке расслаблен.
Называется он привратник. Вы пьете воду, она минут за 20 уходит в тонкий кишечник через приоткрытый привратник. Стоит вам съесть что-то, и выход закрывается. А откроется тогда, когда пища превратится в более-менее однородную массу. Через 1,5, может даже 3 часа. Если мы пьем воду после еды, то разбавляем желудочный сок, который был выделен организмом в ответ на попавшую в него пищу. Кто говорит, что можно пить, не бойтесь, организм справится, это глупость. Вы делаете себе только хуже. Но это еще полбеды. Слишком жидкое содержимое в нем и начинает забрасываться в пищевод, вызывая изжогу. Именно когда в желудке болтается жидкость, она во сне и начинает вытекать по пищеводу в ротовую полость. Я встретил в сети утверждение, что можно пить воду хоть после, хоть во время еды. Вода, мол, вытечет через привратник, а еда с желудочным соком останутся. Ну, это какой-то абсурд, глупость полная. Выпитая вода смешивается с содержимым. Как можно представить себе ее отделение? Вода, без воды мы жить не можем. Особенно с возрастом люди просто перестают пить воду и говорят, я не хочу. Ну, не хочет. Но вода, это в детстве это 90, почти больше. Потом уменьшается, взрослый это 70-75%, к старости даже доходит до 50-60%. У нас клетка, там тысячи митохондрий, там маленькие электростанции, которые должны работать только в воде. Она грязная, как я вам говорил, за счет зашлакованности. Сейчас все говорят, врачи, пейте воду. Но никто не говорит, какую воду. Вода – это мощная энергосистема. Если вода – это кофе, это чай, это различные напитки, она уже связанная вода, она не работает. Чистую надо, да? Да, организм должен эту воду освободить от этих наслоений. И только чистая вода проходит в клетку. Все. И поэтому нужно пить летом, вернее зимой, минимум 1,5, летом 2 литра воды. Мы выделяем минимум 1,5. Нужно компенсировать. И пить воду. До еды за 10-15 минут, во время еды ни одного глотка, после еды, если мясо уж вы съели, это минимум 2 часа, после каши там где-то там 1,5, но если вы хоть один глоток сделали, вы разбавили соляную кислоту, пищеварительные соки, пища не переварится. Все деньги, которые вы потратили, все уходят туда. То есть разделять пищу и воду? Конечно. Угу. Пятый Промежутки между едой пейте сколько хотите кушать, пейте воду. Воду вы кипятите до того состояния, до так называемый эффект белого ключа. Она еще не кипит, но пузыречки идут. Эту воду закрыть, быстро остудить. Эта вода становится структурированной. Талая вода, та, которая нужна клетке. Только она в пределах 3 часов. Вы выпили, пейте сколько хотите, вот первый там, и утром, и до обеда эту воду. Считайте, вы уже делаете настолько благо делать за клетки, что она просто оздоравливается, что ли, с помощью этой воды. Вечером делайте то же самое. Пейте воду заранее. Собрались поесть, выпейте пару стаканов воды. Через полчаса можете есть. Запивать еду тоже не надо. Ее вообще не стоит никогда запивать. А нам, у кого рефлюксы, то категорически. Можете поверить, можете проверить. Если вы напьетесь воды за полчаса до еды, после еды пить вам не захочется точно. Даже если вы сухари будете есть. Начинайте день с выпивания стакана, лучше 2 чистой воды. Минут через 20-30 можно есть. Дальше, перед каждым приемом пищи, за полчаса снова пьете 1-2 стакана воды. В общем, при рефлюксе нужно строго придерживаться правила вода водой, еда едой. Они не должны идти в один прием. Жидких блюд, щи, супы, борщи лучше избегать вечером. Придется ли полночи сидя спать или не спать вообще. У вас есть возможность поэкспериментировать, попробовать несколько дней выполнить мои несложные рекомендации. Само собой почувствовать разницу. Если выпить недостаточно воды перед едой, после еды может захотеться пить иногда. Сильной жажды наверняка не будет. Съеденное яблоко, только не кислое, решит проблему. И последнее. Страдающим рефлюксом могу посоветовать таблетки Амес. У него много торговых названий. Главное, чтобы действующее вещество было Амес. Он снижает кислотность в желудке, это просто спасение для некоторых. 1 таблетка в день облегчает жизнь заметно.
Да, ну еще хочется сказать напоследок, что 10-20% людей страдают вот этим рефлюксом, оказалось. Ну что, на сегодня все. Пишите комментарии, подписывайтесь, я всем отвечаю. Пока, до встречи.